Доброе утро, друзья. Началось у нас сегодня следующий день в Иншане с того, что мы проснулись, слава богу. Вот, потому что вчера, конечно, было экстремальненько, что мы пришлось ехать несколько часов обратно за паспортами, но все закончилось хорошо. Паспорта мы забрали. Снова поедем обратно в Малипо и постараемся сегодня съездить, может быть, даже в какую-нибудь чайную деревушку. Погодка, конечно, не очень. Дождь закончился. Ночью была гроза. Да, все, сойди. Здорово. Вот мы выбрались перед выходом прямо у нашего отеля. Утром развели такой фермерский рынок. Очень характерное явление для Китая в целом, то что в небольших деревнях, как правило, в крупных городах далеко до ближайших ферм, хотя там тоже есть фермерские рынки, конечно, но прям вот такие вот идентичные рынки, где вот прям вот именно сплошь спустившись с маленьких деревень, привозят продавать свои продукты в какие-то населенные пункты покрупнее, всякие, как правило, уже люди в возрасте, то есть бабушки, дедушки, но бывает и молодежь тоже, кто там занимается выращиванием чего-либо. Очень здорово наблюдать здесь это, потому что много можно увидеть малых народностей там в национальных костюмах. Так люблю прогуляться. Обычно продают самое простое, то, что у них растет, там плов, капустка, еще какие-нибудь грибы там, ну, что они выращивают, то и продают. Такой типичный фермерский рыночек, развал. Вот. И он по каким-то определенным дням бывает, потому что, например, вчера мы тоже из этой гостиницы выезжали, и его не было. Сегодня понедельник, вот они собрались. Вот. Видимо, бывает с какой-то регулярностью. Ну что, мы сейчас находимся в деревушке на самой границе с Вьетнамом. Доехали в очень далекие деревни в уезде Малипо. В Иншане мы сейчас находимся и пробуем шен. В общем, у нас тут два шен пуэра осенних и один пуэр весенний этого года. Это все мауча первого сбора. Шен по аромату очень интересный, необычный вообще. То есть не похож на все шены, которые я пил до этого. Так что я думаю, будет что-то новенькое. Кроме того, здесь выращивается чай довольно необычным образом. Это шен. Это шен. И это шен. Отлично. Все понятно. Уже второй, даже, по-моему, четвертый раз пригодилась наша чайная посуда, которую я взял с собой, потому что у местных хранителей чая посуды нет вообще, только стаканы. О, да, это вот осенний чай, типичный привкус. Такой обычно осеннего чая, такой чуть-чуть такой преленький привкус бывает. В общем, здесь ту же самую историю нам рассказывает фермер, что деревья-то все большие, но все они подрезаны в основном здесь. Вот, ну, потом, может, посмотрим на них. Потому что, ну вот, типа, неудобно забираться, мы их подрезали всегда. Вот. Но, как он говорит, весь его чай, он с таких вот старых деревьев. И самые молодые деревья около 50 лет. Очень неплохой аромат вот у этого осеннего чая. Это меньше аромат, но очень вкус. Спросил, делают ли они тут прессовку, он говорит, блинов нет, говорит, не делаю, мы обычно мауча продаем. Я так понимаю, может быть, сюда из других регионов Юнани тоже приезжают покупать, потому что чай вкусный, чай неплох, очень. Интересный чай, очень такой шен своеобразный. То есть вот этот вот молодой, он больше всего похож на привычный шен, привычным вкусом. А вот осенние, они какие-то очень специальные. Вот, то ли я давно осенних шенов не пил, то ли мне они кажутся действительно специальными. Но у нас как раз в прошлом году было не такое большое обновление по шенам рассыпным. Все спрашивали, когда же будет, когда же будет. Позапрошлом очень сильно переусердствовали с ними. И мы решили в этом году снова вернуться к обновлению шен-пуэров. Так что у нас будет много шенов из этого региона и из других регионов Юнани тоже. Неплохой шен, такой без каких-то прикрас. Но при этом он и стоит, как обычный мауча. Жалуются, говорит, молодежь не ходит чай собирать, одни старики. Фермер наш говорит, то, что говорит, сейчас говорит, все не так, как раньше. Вот, но
понемножку делают чай еще. Здесь уменьшается количество чая, потому что мало кто собирает. Ну, в общем, этот у нас примерно сделан в августе прошлого года, этот в сентябре. Так, ну вот, мы выбрали, определились с обычным чаем, а это у нас данжу, чай с одного дерева. Даже джамадады чажу, говорится, вот такого чайного дерева. По внешнему виду листа это сложно определить, но на самом деле действительно чай очень сильно отличается. 这韭菜7年半，就7年。没有添加。 Выпрашиваем у него лауча, говорит, нет у него никакого лауча. Все продал. Говорит, что наркозависимые здесь пьют лауча, и им он помогает. Выводит всякие яды из организма. Ну, в общем, мы определились. Выбираем, я думаю, только вот этот чай. Попил данжу. Данжу мне не понравился. Странный какой-то. А вот осенний чай мне понравился. И понравился весенний. Так что я думаю, у нас будет 2 шена отсюда.